Друзья, всем привет, на связи IT-Doc. Face ID — это самая привлекательная функция, которая позволяет нам разблокировать iPhone, использовать Apple Pay, покупать в App Store без ввода пароля. Face ID является самым совершенным сканером лица в мобильном устройстве. Ни один из конкурентов Apple не приблизился к подобному решению до сих пор. Но что делать, если Face ID на iPhone не работает? Сейчас мы с этим и разберемся. Буду благодарен, если кликните на колокольчик и зацените видео лайком. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали! Да, ребята, заходите в наш Telegram, ссылку смотрите в описании. Здесь есть много чего интересного, не пожалеете. Итак, что делать, если на iPhone не работает Face ID? Начнем с самых элементарных и дойдем до самых профессиональных способов решения проблем с Face ID. Проверяем, включена ли функция Face ID. Для этого переходим в настройки, Face ID, напротив разблокировка iPhone, переключатель должен быть в активном положении. Да, еще, друзья, давайте договоримся, что после каждого шага вы проверяете, работает ли Face ID на вашем iPhone. Если же получилось, сразу пишем в комментариях, что именно вам помогло. Перезагружаем iPhone. Несмотря на то, что система iOS считается наиболее надежной и стабильной, от периодических багов не застрахован никто. Рестарт поможет правильно загрузить все компоненты операционной системы, а вместе с ними и сканер Face ID. Протираем переднюю панель iPhone. Это банальный совет, но именно правильная очистка фронтальной панели – это залог хорошей работы сканера Face ID. Держим iPhone на расстоянии от 30 до 50 см от лица. Именно на таком расстоянии рекомендуется использовать для максимального быстрого срабатывания сенсора. Не подносите девайс ближе к лицу и не отодвигайте на полностью вытянутую руку. Face ID работает только в портретной ориентации, поэтому держите iPhone предельно ровно. Минимальные отклонения в стороны возможны, но при сильных датчик может не срабатывать. Сканеру Face ID необходимо видеть глаза, нос и рот пользователя. Именно по этим основным точкам и строится сложная маска лица, выступающая ключом для разблокировки. Все возможные аксессуары могут стать причиной плохого срабатывания гаджета. Поэтому снимите очки или другие аксессуары, такие как шарфы, контактные линзы, шейные платки и закрывающие часть лица банданы. Убираем яркое освещение или прямые солнечные лучи, так как датчик Face ID не работает, если в него бьет свет. Обратите внимание, что солнечные лучи, которые попадают на датчик из-за головы, могут не позволить сканеру верно распознать лицо. Подобное также возможно при попадании света на экран под определенным углом. Поэтому меняем угол расположения iPhone относительно источника освещения, чтобы на фронтальную поверхность смартфона попадало как можно меньше прямых лучей света. Face ID иногда может просто выключиться, и происходит это в целях безопасности. Например, при неверном считывании лица 5 раз подряд, при перезагрузке iPhone, при низком заряде батареи менее 10% или активации режима SOS. Также, если iPhone долго лежал без разблокировки или на нем активировали режим пропажи, то сканер тоже будет выключен. Поэтому для активации Face ID после блокировки необходимо разблокировать iPhone при помощи пароля. Не используйте дешевые защитные пленки, стекла для экрана, а также чехлы, которые не предназначены для вашей модели iPhone. Через определенное время недорогие пленки и стекло могут отклеиваться, отслаиваться или слегка отходить от экрана. Это может приводить к искажению или плохой работе сенсора Face ID. Поэтому, чтобы убедиться в работоспособности датчика, снимите чехол, пленку или стекло с iPhone. Если ничего не помогло, тогда сбрасываем распознавание Face ID. Для этого переходим в настройки, Face ID и код-пароль, вводим код разблокировки и отключаем работу сканера при помощи опции «Сбросить Face ID». Заново включаем его и перестраиваем сенсор. Иногда повторная настройка помогает решить проблему. Добавляем альтернативный внешний вид. Как ранее мы добавляли несколько отпечатков пальцев в Touch ID. Так можно добавить второй портрет Face ID. Просто переходим в настройки, Face ID и код-пароль, альтернативный внешний вид и сканируем свое лицо повторно. Можете задать несколько лиц со всеми возможными различиями. Гладко выбритым и с густой бородой, с очками или без, с контактными линзами или без и так дальше.
Устанавливаем последнюю версию iOS на iPhone. Новые прошивки могут устранять проблемы с работой Face ID. Поэтому проверяем, есть ли доступные версии iOS для установки по пути настройки, основные, обновления ПО. При наличии устанавливаем новую прошивку. Отключаем распознавание внимания по пути настройки Face ID и код-пароль распознавания внимания. Это немного снижает защиту, позволяя, например, друзьям разблокировать iPhone при помощи спящего владельца. Но на практике такое отключение снижает задержку при срабатывании и минимизирует ошибки Face ID. Если Face ID и дальше не смог распознать ваше лицо, тогда сбрасываем все настройки iPhone. Сброс iPhone до его настроек по умолчанию делается без потери данных. Для этого зайдите в настройки, основные, перенос или сброс iPhone, сбросить все настройки. Жесткая перезагрузка всегда полезна, в том числе и с проблемами Face ID на iPhone. За ваши данные переживать не стоит, при этой манипуляции они не пропадут. Поэтому сначала кратковременно нажимаем клавишу увеличения громкости, потом уменьшения громкости, а потом зажали и держим клавишу блокировки до появления логотипа Apple. Также нужно помнить, что если на вашем iPhone не работает Face ID после замены экрана, скорее всего, также были заменены основные элементы сенсора, что и есть источником проблемы. Если ничего из вышеперечисленного вам не помогло, тогда сенсор Face ID мог просто сломаться, в лучшем случае, когда от сенсора отошел шлейф. Тогда ремонт не займет много времени. Намного сложнее, если повредился сам модуль Face ID, так как он привязан к материнской плате на программном уровне и при замене на аналогичный работать не будет. Обо всем этом и немного больше вам расскажут в сервисе, или заходите в наш телеграм-канал, дадим профессиональную консультацию, ссылку ищите в описании. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк, остались вопросы, пишите в комментариях. Или обращайтесь прямо сейчас в онлайн-чат нашего телеграм-канала. А если хотите поделиться личным опытом, это приветствуется. Ну что ж, друзья, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!